Всем привет, друзья! Вы на канале Аниматор, и сегодня поговорим о карте Дуана Безжалостного, где ее взять, как она работает и насколько она эффективна. Сама карта собирается из 10 обрывков, которые падают из сундука при убийстве босса Дуана Безжалостного, который появляется в игре на время ивента «Праздник урожая». Гайд по ивенту будет в описании. Вставляется карта в тотем и дает особенность. При нанесении урона ставит тыкву, которая взрывается через 1 секунду и наносит около 1000 урона огнем, не чаще 7 секунд и не более 5 целей. Урон от карты статичный и не зависит от твоей атаки, то есть он всегда будет в районе 1000, но может быть увеличен повышением элементального урона персонажа. Например, у меня в ружье стоит карта огня и надеты 2 кольца пламени с рыжими пожарами. В таком случае урон от тыквы увеличивается в среднем до 1500. При этом, если я сменю оружие и снижу атаку вдвое, урон не изменится, он по-прежнему останется в районе 1500, и если прикинуть на дистанцию и разделить этот урон на КД карты 7 секунд, то получится, что с ней ты будешь дополнительно наносить 220 урона в секунду. Это откровенно, очень мало и совсем не конкурентно с другими картами. Взять ту же Ангеласку. 7 точности увеличат и все твои дебафы, вроде горения, яда и кровотока, и умения, причем некоторые умения прям значительно. И выходит, что на высоких уровнях карта Дуана Безжалостного прям вообще бесполезна. Но тут есть одно но. У карты, повторюсь, нет привязки урона к твоей атаке, и если ты наденешь ее на какой-нибудь 20 уровне, 1000 урона, 1000 массового урона почувствуется уже совсем иначе. Вот смотри, у моего 21 ЧК 245 атаки, ставим тотем с Дуаном, бьем чучело и получаем все те же 1000 урона от тыквы. Только в этот раз 1к дамага на 21 уровне гораздо ощутимей, и это будет чувствоваться и на париках, и на мобах более высокого уровня. С картой Дуана действительно будет комфортнее на прокачке, но будем откровенны, недолго. Ведь чем выше будет уровень персонажа, тем более бесполезной она будет становиться. Ко всему прочему, тут есть еще одна проблемка, я бы назвал ее основной. Карта персональная, то есть для того, чтобы ее перекидывать на твинов, придется привязать ее к аккаунту. Для этого нужно сначала вставить ее в тотем, а затем вынуть, и стоимость такой операции 500 реалов. Вот на этом моменте стоит серьезно задуматься, нужно ли оно тебе вообще. После того, как ты ее достанешь, карта станет привязанной к аккаунту, после чего снова вставляем ее в другой, обязательно не персональный тотем. После этой операции ты получишь привязанный к аккаунту тотем с картой Дуана Безжалостного. Теперь его свободно можно перекидывать между персонажами внутри аккаунта. Подведем итог. Карта Дуана Безжалостного довольно интересная карта, и она вполне имеет право на жизнь, но только если разработчики уберут ее персонализацию. Ведь платить 500 реалов за временный комфорт на 20-30 уровнях — это такое себе. Сейчас по факту эта карта просто элемент кастомизации твоего урона, по-другому не назовешь. Если ты ее вдруг собрал, рекомендую просто сдать ее на знаки. Стоит она ни много ни мало 150 знаков отличия, можно купить 3 альбома и попытать удачу, открыв их, или просто продать. 9 лямов тоже не лишние. На этом все. Жду твое мнение в комментах. Удачи в игре. Пока.